это кадры из Петрозаводска. Там огонь охватил важнейшую верфь. Также в выпуске: Кремль отказывается выдать Асада, беглого депутата лишают мандата, а группа Мьюз отменяет концерт в Турции из-за протестов. Это новости «Воздух» на канале Ходорковский Лайв. Ставьте лайки. В столице Карелии Петрозаводске загорелся Онежский судостроительный завод, одна из крупнейших верфей России. Горит 4-й цех предприятия. Там строят катера и рыболовные судна. Площадь пожара 1500 квадратных метров. По данным местных СМИ, пострадали как минимум 3 человека. Предварительная причина возгорания – взорвавшийся баллон. Пламя тушит более 60 пожарных и 20 единиц техники. Погибших в результате ЧП на заводе, как сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков, нет. Дым от пожара видно по всему городу. В пабликах публикуют вот такие фотографии центральной площади Петрозаводска. Любопытно, что всего лишь 2,5 месяца назад на этом самом заводе помощник президента Николай Патрушев торжественно запускал первую в России цифровую верфь. Вокруг Путина конфликт и битва за влияние. Причина ссоры в верхах – право на лидерство в переговорах с Соединенными Штатами. Как утверждает издание «Агентство», поругались Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и человек, близкий к семье президента. Именно он накануне прилетел в Вашингтон и встретился там со спецпосланником Трампа Уиткофом. И руководители традиционной дипломатии, глава МИДа Сергей Лавров и помощник Путина по международным делам Сергей Ушаков. Жена Кирилла Дмитриева – ближайшая подруга младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой. Сам он вхож в семью президента. Именно Дмитриев – один из авторов стратегии переговоров с США. Он лично попросил Путина включить себя в состав переговорной группы, чем вызвал недовольство традиционных аппаратчиков Лаврова и Ушакова. Как отмечает собеседник агентства, на кадрах из Ар-Рияда даже можно заметить, как помощник Путина по международным делам заслоняет собой принца Саудовской Аравии и не дает Дмитриеву с ним поздороваться. А когда об участии Дмитриева в переговорах доложили министру Лаврову, тот резко заявил: если он хочет участвовать, пусть Владимир Владимирович мне об этом сам скажет. Конец цитаты. Как утверждают источники издания, именно с битвой башен вокруг Путина связано и молчание о визите Дмитриева в Вашингтон официальных каналов МИДа, а также пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Сам Дмитриев официальных заявлений пока также не делал, но опубликовал пост в телеграм-канале. Противники сближения боятся, что Россия и США найдут общие точки соприкосновения, начнут лучше понимать друг друга и выстраивать сотрудничество как в международных делах, так и в экономике. Да, восстановление диалога – непростой и постепенный процесс, но каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед. Ну а Белый дом тем временем объявил миру торговые войны. Всему, кроме Канады, Мексики и, внимание, России, Беларуси, Кубы и КНДР. С самого утра все мировые газеты обсуждают, как торговые пошлины скажутся на мировой экономике. Трамп собрал на лужайке Белого дома журналистов и показал им таблицу. Практически всем странам мира США взвинтили импортные пошлины. Сильнее всего новые тарифы скажутся на Евросоюзе и могут привести к сокращению экспорта ЕС в США как минимум на 85 миллиардов долларов. Впрочем, и по России тарифы также ударят. Для Москвы крайне болезненной будет неизбежная девальвация юаня, которую Китай будет вынужден провести после введения пошлин. При этом большая часть резервов у Кремля именно в юанях. Россия не будет выдавать новым сирийским властям беглого президента Башара Асада. Кремль направил в Дамаск официальный отказ в экстрадиции его и его семьи, добавив, что готов сотрудничать с новой администрацией по другим направлениям. Выдача Асада членов его семьи или же близких соратников из числа находящихся в России закрыт раз и навсегда. Причина банальна: никто сейчас просто не сможет гарантировать того, что бывшего сирийского лидера на родине не казнят. Поэтому Кремль и отказал Дамаску. Так говорит дипломатический источник. В прошлом году Асад сбежал от повстанцев в Москву и на частном самолете вывез в Россию наличные деньги, золото и ближайших членов семьи. А в конце прошлого года стало известно, что родственники Асада приобрели 19 апартаментов в Москва-Сити на общую сумму около 40 миллионов долларов. Общее же состояние бывшего сирийского диктатора, по оценкам Financial Times, может достигать 12 миллиардов долларов США. Подробнее об активах Асада в России можно узнать из фильма «Трагедия Асада» у нас на канале. Ссылку вы найдете в описании к этому выпуску. Венгрия выйдет из Международного уголовного суда. Сегодня в Будапешт прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, на которого МУС в прошлом году выдал ордер на арест. Но премьер Венгрии еще накануне визита предупредил: выполнять решение суда он не намерен.
О том, что Венгрия решила больше не участвовать в работе Международного суда, сообщил утром представитель венгерского правительства Золтан Ковач, буквально за пару часов до приземления в аэропорту Будапешта самолета с Нетаньяху на борту. Причем процесс выхода страны из Международного уголовного суда решили начать уже сегодня. Нетаньяху в Венгрии принимают с особой честью. Весь город украшен израильскими флагами. После обеда пройдут переговоры лидеров двух стран на высшем уровне. Напомню, ордер на арест премьер-министра Израиля был выписан по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности из-за войны в секторе Газа. Сегодня утром сотрудники ФСБ нагрянули домой к родителям оппозиционера и одного из руководителей ФБК Леонида Волкова. Близкие к силовикам канала сообщили о задержании отца политика. Впрочем, сам Леонид эту информацию опроверг. Вопреки сообщениям СМИ, он не задержан. Мероприятия идут прямо сейчас. Знаю об этом через адвоката. Связи с ними, с моими родителями, разумеется, сейчас нет. Силовики ворвались к пожилым людям около 8 утра. Согласно сообщению государственных информагентств, Волкова-старшего обвинили в финансировании деятельности экстремистской организации. Установлено, что он перевел денежную сумму на счет фонда. Так цитирует ТАСС неназванного представителя силовых структур. Сотрудники ФСБ изымают технику и готовятся забрать его родителей на следственные действия. Пока мы даже не понимаем, есть ли уголовное дело, сказал Волков. Связи с родителями у него сейчас нет. Владимир Жириновский стал вторым по популярности политиком в стране сразу после Путина, несмотря на то, что 3 года назад он умер. Как пишет РБК, Владимиру Жириновскому доверяют 66% россиян. Для сравнения, Путину доверяют 80%, а премьер-министру Мишустину 62%. Остальные российские политики и вовсе набрали менее 40%. Любопытно, что после смерти Жириновский стал популярнее, чем был при жизни. Как объясняют социологи, это объясняется тем, что многие воспринимают Жириновского не только как политика, но и как пророка, чьи предсказания имеют свойство сбываться, например, о кризисе отношений с Западом и начале войны в Украине. Меж тем, сегодня Госдума лишила депутатского мандата бывшего главного спонсора партии ЛДПР Юрия Напса. Первый зампред комитета Думы по госстроительству больше 2 лет не ходит на заседания и живет в Эмиратах. С апреля 2023 года Напс отсутствовал на заседаниях более 200 дней без уважительных причин. Сам депутат утверждал, что находится на лечении в Дубае, но продолжает работать онлайн. Напс избирался в Госдуму во главе краснодарского списка ЛДПР. Его отсутствие впервые отметил спикер Вячеслав Володин в декабре 24-го, вскоре после конфискации его активов. Осенью суд в Сочи изъял у Напса компании с годовой выручкой почти 3 миллиарда рублей. Прокуратура доказала, что он управлял бизнесом, несмотря на запрет для депутатов, переоформив компании на доверенных лиц. Лодка с нелегальными мигрантами затонула в Эгейском море у побережья Турции. Как минимум 5 человек погибли. Еще 25 удалось спасти. Как сообщает турецкий канал НТВ, трагедия случилась неподалеку от приморского города Айваджик. Спасательную операцию вели подразделения турецкой береговой охраны. Пострадавшие доставлены в больницы провинций Чанаккале и Балык-Эсир. Откуда прибыли мигранты, пока не сообщается. А вот группа Мьюз в Турцию не едет. В среду музыканты сообщили о переносе своего концерта, который должен был состояться 11 июня в Стамбуле. Причина – возмущение поклонников, которые обвинили организатора мероприятия, компанию DBL Entertainment, в негативной реакции на протесты. Уже 3-ю неделю в стране не спадает волна демонстраций против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Вот что Мьюз написали у себя на странице в X. «Наше шоу в Стамбуле отложено до 26 года, чтобы мы смогли убедиться, что DBL Entertainment не будет в нем участвовать». Конец цитаты. Возмущение среди фанатов группы поднялось после того, как промоутер Абдулкадир Аскан назвал протесты оппозиционеров актом госизмены. При этом лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Özgür Özel призывает граждан бойкотировать компании и медиа, связанные с властями. Друзья, это все новости, о которых я хотела вам рассказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на наш канал, смотрите другие видео, они тоже очень интересны. И ставьте им лайки, так вы помогаете нам распространять наш контент. Берегите себя и скоро увидимся.